Всем привет, и это мистер Литл, который хайпует. Ага, угу. И в сегодняшнем видео я вам покажу, что в моем школьном рюкзаке. Это достаточно запрашиваемое видео, которое меня просили еще с начала учебного года на моем основном канале. И я такая думала, снимать, не снимать, будет ли интересно или нет. Но в итоге решила снять это видео здесь, на этом втором канале. Очень надеюсь, что оно вам понравится. Буду вам все, так знаете, в деталях показывать, что у меня в каком кармашке. И да, я, кстати, специально ничего не доставала, ничего не меняла, как у меня все лежало в рюкзаке, так и оставила. То есть те вещи, которые я ношу каждый день в школу, я вам их сегодня покажу. Ничего не изменилось, ничего не добавленное, ничего не убранное, все как есть. Ну и да, давайте уже без лишних слов поскорее начинать. Ну и, пожалуйста, вот то, что вот так вот выглядит мой рюкзачок. Он у меня черного цвета, он в таком, знаете, японском стиле. Сзади у нас очень хорошая и твердая спинка для того, чтобы не портить спину, когда носить рюкзак, и чтобы спина, соответственно, всегда была ровная. Также здесь вот такие вот лямки, которые можно регулировать. В общем, рюкзачок очень удобный, у него очень много кармашков, и я с ним уже хожу, наверное, второй год, может даже третий, в общем, не уверена, но я еще с ним ходила в своей старой школе, и он очень-очень классно держится, очень хороший, классный, и, в общем, советую. Такие рюкзаки реально очень полезные и смотрятся тоже прикольно. Давайте начнем, пожалуй, с моих боковых кармашков. И в первом боковом кармашке здесь у меня мои AirPods, наушники. У нас вообще в школе как бы не разрешают носить телефон в школу, но я все равно его ношу и прячу в своем рюкзаке. И у нас вообще очень странная достаточно школа, именно если по правилам смотреть, потому что, например, телефоны в школу почему-то нельзя носить, но наушники, компьютеры, айпады, то есть разные другие техники можно, но кроме телефона. Не знаю, почему телефон нельзя, потому что, ну, как бы все это все одно и то же, но, тем не менее, наушники можно, так что я их ношу, и так, знаете, втихаря иногда слушаю музыку, телефон я приношу, соответственно, в школу, прячу, но приношу, и слушаю музыку со своими AirPods. Но во втором боковом кармашке гораздо больше всего, чем в первом. Во-первых, здесь вот такой вот маленький контейнер, который я уже вам показывала в своем видео. В этом контейнере у меня, во-первых, зеркальца, а во-вторых, здесь я храню свои ретейнеры, свои брекеты, для того, чтобы их не терять, когда я там, не знаю, кушаю, пью что-то. Ну, то есть сняла, положила, достала, одела. Также здесь в боковом кармашке у меня гигиена, здесь у меня вот такой вот Black and White Invisible дезодорант от Nivea, реально очень-очень классный. Я человек, который очень-очень сильно потеет, и я даю достаточно много запахов, когда потею, что не очень хорошо. Но вот этот вот дезодорант мне помогает. И это единственный, кстати, дезодорант, который помогает. Есть еще мужскими не пробовала. Но, наверное, мужские тоже будут помогать, потому что они очень хорошо как бы загашают ваш прекрасный запах. Ну и такой, знаете, базовый, у меня здесь есть парфюм от Miss Dior, которому, наверное, уже лет 5-6. Я его и в прошлой школе таскала, иногда брызгалась, когда надо, и вот в этой ношу. Просто так, знаете, чтобы иногда, когда лень, там, знаете, дезодорантом что-то делать, просто побрызгаться и хотя бы на часок пахнуть хорошо. Ну а теперь мы с вами переходим в внутренность моего рюкзака, открываем с вами крышечку нашу. И здесь нас встречает вот такая вот картина. У меня здесь получается 3 кармана. Один самый большой, в котором все основные вещи лежат. Дальше такой, знаете, чуть поменьше открытый. И передний, самый маленький, закрытый. Давайте начнем с переднего маленького. Когда мы его открываем, а он у нас, кстати, закрывается на зиплоке, мы его открываем и видим здесь вот такую вот картину. Здесь у меня бьюти, знаете, бьюти-карманчик. Во-первых, здесь у меня расческа для волос, потому что я очень часто делаю сама себе прически в школе.
так как у нас нету правил, какие можно делать прически, какие нет, как было в прошлой школе. Можно сделать любые и даже иногда как бы ходить с распущенными во второй половине дня, когда там, знаете, уже учителям пофигу, можешь делать все, что хочешь. И как бы, ну, чтобы волосы не выглядели как со свалки, беру с собой, соответственно, расческу, чтобы расчесывать волосы. То же самое с бантиком. Так как я делаю сама себе прически, бантик тоже иногда использую, чтобы сделать, знаете, свою прическу более красивой, но бантик это такое, знаете, дополнение, которое не обязательное. Кстати, факт, в нашей прошлой школе все должны были ходить в бантиках, если у тебя не было бантика, то тебя заставляли его покупать, а здесь просто всем чил, всем все равно, если хочешь, можешь одевать, если нет, то это как бы твой выбор. Дальше здесь у меня в кармашке лежит немножечко мейкапа. Во-первых, 2 лип-глосса, вот таких вот. Как бы, ну, я все-таки девочка, и иногда хочется выглядеть красивой, так что вот помадки такие, знаете, с блесточками. И также я ношу еще с собой Blush Cream 3-in-1, который я купила еще 2 года назад в России. Это получается румяна, тени и помада 3 в одном. Я это обычно ношу как румяна. Мне нравится, когда у меня более розовенькие щечки, потому что так сильно у меня не выделяются мои прыщи. Да, с прыщами нужно что-то делать. И иногда также себе немножечко теней наношу. Кстати, по поводу макияжа у нас тоже в школе на это сильно не обращают внимания. Главное, не делать себе там огромные стрелки и супер яркий макияж. А так просто немножечко накраситься, немножечко себе там подправить что-нибудь. Вообще, все равно. Просто обожаю мою новую школу, просто нету глупых правил, как в прошлой. Ну и последнее, что у меня здесь лежит, это резинки, заколочки вот такие вот на всякий случай, и вот такая вот канцелярская клипса. Для чего она мне нужна? У меня получилось так, то, что когда мы покупали мою юбку для школы, я была немножечко толще, чем сейчас. Я, конечно, сейчас не худая, я все еще худею, пытаюсь, по крайней мере. И так как у меня моя юбка на несколько размеров больше получилась так, я использую вот эту вот клипсу, чтобы зажимать себе юбку, чтобы делать ее более себе под форму, потому что когда она просто висит, это выглядит не очень и неудобно, так что вот, ношу на всякий случай. Переходим к следующему карману, который немного побольше. Здесь, во-первых, у меня лежит тест на ковид, который негативный, соответственно. Он у меня лежит вот в таком вот пластиковом пакетике, потому что каждый понедельник нам нужно выдавать их в школе, и как бы вот я заранее готовлю, потому что у меня был один день, когда я забыла принести тест, и мне пришлось платить 100 бат, чтобы сделать тест в школе, и как бы это не очень классно, так что вот, заранее себе подготавливаю и кладу его в рюкзак. Также у меня здесь почему-то лежит моя замазка, не знаю, почему она у меня не лежит в моем пенале, но ладно. И еще здесь калькулятор, потому что очень-очень много математики, математика у нас в школе каждый день, и как бы калькулятор нужен, просто must have, love it. Так как телефонами нам не разрешают пользоваться, а iPad у меня, к сожалению, нету, компьютер я не собираюсь в школу таскать, пока могу пользоваться только этим. Ну и последний, самый большой карман, в котором лежат в основном мои книжки, но еще много всего другого, так что давайте посмотрим. Во-первых, здесь вот такая вот папочка зеленого цвета. На самом деле в этой папке ничего интересного нету, просто бумага, 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 бумага. Так как мы в школе делаем много-много проектов, но именно как домашек эти проекты нам очень редко задают, и как бы здесь у меня ничего интересного нету, просто бумага для этих проектов на всякий случай приношу. А так в этой папке я больше ничего кроме этого не таскаю. Но папка, кстати, очень-очень модная, очень классная, мне прям очень нравится ее цвет.
Конечно же, мои книжки и тетрадки. У нас, кстати, в школе есть свои собственные тетрадки. Вот, Сатита Дом Секса. Розовый — это для экстра-класса дополнительный, который у меня час после занятий. А вот такие вот голубые для всех уроков есть. Нам их выдают каждый год по 15 тетрадей. И потом на каждом уроке учитель уже решает, пользоваться ли этими тетрадями или нет. Ну, а также у меня здесь еще как бы другие книжки для школы. Мой кошелек, причем до этого я ходила с маленьким кошельком, который очень-очень удобно носить в кармане, но теперь я ношу вот этот вот большой, потому что у нас очень часто проверяют наши рюкзаки в школе на какие-то, знаете, вещества. Также еще, если находят телефоны, то телефоны забирают, и я прячу свой телефон вот в этом вот своем прекрасном кошелечке, и никто его не находит, так что советую. Если вам тоже в школе не разрешают носить телефоны, то купите себе хороший кошелек большой и прячьте туда телефон. Лайфхаки от Насти. Ну и, конечно же, последнее, что у меня здесь, это 2 пенала. Первый пенал у меня с маркерами, с хайлайтерами и с разными карандашами для разукрашивания. На втором у меня уже ручки, карандаши и все для писания. Кстати, в школе мы пользуемся только ручками. Если в прошлой школе нам говорили пользоваться карандашами, то здесь везде нужны ручки. Черные, красные. Красные — это если что-то подчеркивать, и синие, чтобы писать. Ну что, ребята, в принципе, вот и все. Вот что находится в моем школьном рюкзаке. Да, напишите в комментариях, что вам показалось самым странным. Еще, кстати, что хочу сказать, это то, что иногда я в школу ношу свою школьную кофту и кладу ее к себе в рюкзак, потому что в школе нам не разрешают, кроме школьных кофт, другие кофты носить. И как бы, да, в классе холодно, так что я приношу эту кофту, одеваю ее иногда, но так как сейчас она у меня в стирке, я не смогла вам ее показать. Ну а все остальное, в принципе, как есть, так оно и есть, да. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну а я вас целую, до скорой встречи и всем пока!